Здравствуйте, мои хорошие. Это канал «После смерти сына. Дневник мамы». Я его создатель и ведущая Екатерина Варади. Сегодня я прожила 115-й день после ухода от нас нашего младшего сына Ивана. Как обычно, сначала я расскажу вам, о чем этот выпуск, очень коротко, для того, чтобы те, кто к нам зашел впервые, могли решить, интересует их эта тема или нет. И, соответственно, не терять время даром. Сегодня во время нашего разговора муж меня спросил: а что, тебе стало легче после ухода Вани? Я сказала да. И он на меня посмотрел такими пораженными глазами, хотя мне кажется, что я уже об этом говорила с ним. Но, наверное, это действительно звучит ужасно, чудовищно, да, поэтому я вынесла это в заголовок. Чудовищно из уст матери, которая потеряла ребенка. Но я имею в виду не то, что я рада смерти мальчика моего, я рада тому, что он больше не страдает, потому что именно я была с ним на протяжении практически года. Его лечение в больницах разных. Я лежала с ним вместе в палате. Практически 24/7 я была с ним. И я видела его страдания, я видела его после операции. И я помню в самые первые еще времена, когда ему сделали операцию, нужно было менять броню для того, чтобы делать анализы крови. Или капельницы, я уже не помню. Никак не могли найти ему вены, потому что у него же анемия была. Низкий гемоглобин, крови мало. И его кололи, по-моему, 4 или 5 раз. И вот, знаете, я просто не выдержала, я при нем старалась не плакать, но тогда я разрыдалась, потому что мне безумно стало жалко вот именно его. То есть вот это тело, да, которое было исколото, которое было измучено, которое страдало. И на протяжении всего вот этого года все время об этом вспоминаешь. И весь этот год нужно было держаться, нужно было ему ничего не показывать, нужно было держать лицо, ходить к врачам, выслушивать от них очень резкие суждения, не в плане того, что мы плохо лечились, а в плане прогнозов. Вот, отвечаю сразу на вопросы, что мы выполняли все предписания, ни в чем не отходили от этого. И нужно было держать лицо, и я была у Вани в течение всего времени, когда он умирал, и прощалась с ним одна. И я думаю, что именно поэтому мой муж не совсем понимает, как я могу радоваться. А я рада тому, что его земные страдания закончились, потому что вот опять у нас возник разговор о том, как он говорит, что я бы был готов за ним ухаживать. Я говорю: слушай, а ты представь ситуацию, представь себя, тебе 21 год, и для тебя проблема встать, для тебя проблема куда-то пойти, для тебя проблема сходить в туалет. Рядом с тобой мама, которая тебе помогает во всем этом. И у тебя есть стыд, как у любого мужчины. У тебя есть гордость, как у любого мужчины. Ты хотел бы находиться в этом? На это мне муж ничего не смог ответить, потому что я думаю, что это такая жизнь очень тяжела каждому. К ней можно привыкнуть. Мы с ним шутили и смеялись над всем с Ванькой, потому что все очень важно. Важно очень, как ты это подаешь, да? Ты можешь над даже самой страшной вещью смеяться, если ты смотришь на нее под определенным углом, да, и смотришь как урок, можно придумать много всяких объяснений, да. И самое главное, что когда Ваня ушел, я поняла, что он больше не страдает. Вот тот узел, который у меня был завязан в желудке, он развязался. И в этом плане мне, безусловно, стало легче. Мне стало хуже без него, потому что я его не вижу. То есть я его чувствую, но я его не вижу, я не могу с ним поговорить. Но если меня спросят, хочу ли я вернуться, я не хочу. Вот. На самом деле получилось, да, что вместо краткого содержания я вам чуть не главную тему выложила сразу. Ну и потом я еще подумала о той интересной вещи, что за неполные 2 месяца существования канала это перестал быть мой канал. Это стал быть наш канал, наш с вами общий, на котором мы с вами учимся проживать боль вместе. И вот это самое главное. А теперь давайте, как обычно, к хронологии.
день сегодня, в принципе, совершенно обычный. Знаете, на даче вообще ничего не происходит. И я склонна думать, что хорошо, когда ничего не происходит. Что-то как-то в последнее время все, что происходит, все не очень хорошо. И у нас в семье, и по всему миру. Жарко, как всегда. Практически получается, что муж занимается домом, там делает какие-то, исправляет, то дверь чинит, то еще что-то. Я занимаюсь каналами, отвечаю на комментарии, то есть практически у меня занимает это все свободное время. Потом мы обедаем с мужем, куда-то выходим и берем с собой Джека, гуляем с Джеком и, естественно, разговариваем. И сегодня вот мы как-то особо много разговаривали про Ваню, вот про то, что, в общем, мы оба верим в то, что он жив, абсолютно. То есть у меня в данном случае муж полный мой единомышленник. Мы верим в то, что смерти нет. Мы верим, что, может быть, по-разному немножко верим, потому что я как такой очень воцерковленный человек. У меня немножко такое, знаете, сказочное представление об этом, потому что я вообще человек, живущий немножко в мире сказок, а он больше в науке. То есть это квантовая физика, другое измерение и так далее. Но мы оба сходимся в одном, что мы верим в общую жизнь, в вечную жизнь. Но вера не исключает грусти. И вот сегодня как-то я особенно поняла так четко, что даже не... Безусловно, мне не хватает касаний, того, что я могу погладить, того, что я могу с ним поговорить, того, что он рядом. Но мне прежде всего не хватает его юмора, его энергии, потому что Ванька это была такая и есть. Это такая бомба энергии, бомба энергии в каком плане? Что он очень сильно заполнял собой пространство. У него был очень громкий голос, глубокий, красивый. У него был юмор замечательный. И с ним, и вот эта молодая энергия, знаете, которая пышет, которая просто переливается через край. Он задорный, веселый такой. И вот, понимаете, даже при всем желании мы не можем так шутить, как бы шутил он. Ни я, ни муж, ни Саша. У него был совершенно другой, не похожий ни на кого юмор и образ мыслей, который невозможно повторить. Вот так. И Вера, да, Вера не отрицает тоски. И потом мы говорили о том, вот как раз об этом узле в желудке, который у меня развязался. И я не уверена, что насколько муж меня понял, но я для себя говорю однозначно, что я больше в ту палату, где мы лежали с Ваней, даже вместе с ним больше не хочу возвращаться, потому что я безумно хотела бы, чтобы мой сын был жив, но чтобы он был жив и здоров. Или хотя бы с надеждой, с какими-то шагами в сторону исцеления. И, к сожалению, я не вижу, как бы это могло сложиться при той системе здравоохранения, которая сейчас есть в Европе. Подробно о том, как с Ваней у нас все было, я рассказываю на канале «Когда болеет близкий. Дневник мамы». Собственно, идея этого канала была не в том, чтобы подробно рассказать все, что происходило с Ваней, посмаковать детали, а для того, чтобы рассказать о том опыте, который мы обрели, и передать свои советы, да, людям, которые встречаются с такой проблемой. Там канал намного менее теплый. То есть там есть люди, которые сочувствуют, а есть люди конкретно, которые не стесняются писать «сама я виновата». Вот такой матери, как тебе, типа так и надо, вот такие вещи. Но это реально тяжело перенести на самом деле, но это было мое решение, я буду этого решения дальше придерживаться. И вот как раз сегодня такое было, наверное, настроение. Именно поэтому я сегодня особенно много отвечала на комментарии. Мне удалось ответить даже на 2 дня комментариев. И рандомно я отвечала на комментарии других дней. С ужасом понимая, что у меня просто нет времени, чтобы даже хоть как-то разгрести, да, этот ком, потому что количество комментариев растет. И я безумно этому рада, потому что это значит, что мы вместе, что каждый рассказывает свою историю, что мы стараемся друг другу помочь. И вы знаете, это такое вот, меня настолько наполняет, вот, ваши комментарии настолько наполняют ощущением общности, что это вот тот факт, что это давно уже не мой канал, это наш канал, что это сообщество живое. Я сначала же написала этот девиз, как бы, да, сообщество, но
поначалу, когда это еще не так, ты как-то думаешь: ой, я написала, вот я не знаю, так это или не так будет, и, конечно, хочется, чтобы это стало так, а сейчас я понимаю, что это действительно стало так. И по ходу дела у меня же были изначально другие цели. То есть как? Цель была помочь людям. Она и по сей день остается. Но если я представляла себе, что я помогаю людям, рассказывая свою историю, то сейчас эта цель изменилась, потому что эта цель в том, чтобы быть вместе и проходить через горе вместе, помогая друг другу, поддерживая друг друга, сочувствуя друг другу и не запрещая друг другу высказываться. Вот это то совершенно потрясающее чувство и совершенно потрясающая ценность этого канала. Это я не говорю про вот моего канала. Если бы я сказала, что ой, это у меня такой потрясающий ценный канал, это выглядело бы смешно. А вот этот канал, его богатство — это вы. На самом деле не я. И не контент канала. Его богатство вы. Потому что именно вы вместе со мной, да, но вы создаете вот это чувство родного сообщества. Вы знаете, что меня поражает, что я же вас никого в лицо не видела. Нет, несколько человек есть моих знакомых, которых я знаю, даже много, наверное, моих знакомых, которые смотрят. Но те, кто оставляют комментарии, это в основном люди, которых я никогда не видела, и не знаю, увижу ли я когда-то. И у меня при этом абсолютное ощущение родных душ. То есть как будто бы это моя семья. Вот я так и молюсь за вас на самом деле, как отчасти, более широкой части моей семьи каждый вечер. И это главное, что вы понимаете, что здесь вам никто не скажет, знаете, вот это любимое нами всеми, забудь, отпусти, хватит плакать, соберись, не говори о своем ребенке, не тревожь его память. То есть вот этого здесь нет. Но есть люди, которые иногда это говорят, но, слава богу, это меньшинство. И я до сих пор считаю, что в основном это меньшинство доброжелательное, которое действительно считает, что так лучше, просто потому что само никогда так не переживало этого. И я бы хотела еще сказать, что вот для тех, кто сегодня к нам впервые пришел, что действительно наша задача — это пережить горе, которое нам выпало вместе. Вместе, и вы можете писать столько, сколько вы хотите, в любых объемах. И не надо по этому поводу извиняться и говорить: ой, я как-то сумбурно написала, или я написала очень мало. Потому что, да, нужно выговариваться, иначе можно сойти с ума. Я, знаете, сегодня наткнулась на комментарий одного человека, я даже не знаю имя, там ник был только, который отвечал на комментарий одного хейтера. Я думаю, все мы его знаем, он практически на каждом на каждом видео с хронометром отмечает мои диагнозы. Вот. И вот ему говорят, ему сказал этот человек, по-моему, тоже мужчина, он сказал: а вы знаете о том, что матери, которые умирают, у которых уходит ребенок, и они об этом не говорят, большая их часть умирает. Поэтому если вы видите матерей, которые говорят о своих детях, ушедших, и берут их фотографии, смотрят их фотографии, знаете, что эти женщины хотя бы останутся живы. И благодарите, радуйтесь тому, что они остались живы. Я не знаю его ответа, потому что, знаете, я что-то как-то запутываюсь. Я даже своих ответов, я точно знаю, что на определенные комментарии я отвечала, своих ответов сейчас не вижу. И когда я молюсь, вы знаете, я, естественно, не знаю всех имен. Я знаю определенные имена. Там вот я молюсь за Артема, за Сергея, за Диму, за Дионисия, за Софию, Соню. За Артема я сказала, за Ивана. Еще несколько имен есть, о которых я вспоминаю по ходу, об их родителях, об их родственниках. И я думаю, что то, что я не знаю имен, это ничего страшного, Господь Бог разберется. То есть он совершенно точно знает, кого я имею в виду. И меня каждый раз вот удивляет этот феномен того, что как мы все становимся родными, да, что, оказывается, для этого не нужно часто видеться, оказывается, для этого не нужно часто разговаривать, например, по телефону, не нужно быть для этого кровным родственником. Впервые я, пожалуй, стала это понимать, по-моему, я не рассказывала еще об этом на канале. У нас была женщина на улице, которая гуляла с венгерской вижлой, это порода собак, как у нас Джек, это венгерский поинтер, совершенно замечательная
замечательная порода, рыжая, очень солнечная, очень привязанная к человеку. И вот у меня даже не я гуляла тогда, а Саша гулял тогда, еще Саша с нами жил. И он гулял чаще всего по утрам с Джеком. Гулял вот с этой женщиной. Эта женщина, я ее видела 2 раза в жизни, разговаривала с ней буквально 2 раза в жизни. Саша с ней сдружился, и Ваня ее знал неплохо, потому что они встречались, и собаки наши подружились. И потом она умерла от рака. И когда она умерла, это для меня было большое личное персональное горе. Мы с Ваней пошли даже на ее похороны. И по сей день я ее поминаю среди самых близких мне людей. Как это получилось? Убейте, я не знаю. Вот этот человек мне был по душе близок. Я о ней мало чего знала. Больше всего я не узнала потом, когда ее дочка стала гулять с собакой, и мы стали периодически общаться. Вот сейчас они переехали, и мы их больше не видим. Но вот этот феномен, да, что вот этой духовной, душевной, родственной какой-то сердечной связи, наш канал показывает просто совершенно потрясающим образом, потому что я уже вас отличаю, почти всех, кто мне пишет постоянно. Я знаю особенности, я многих из вас помню истории, я знаю особенности того, как вы пишете. Знаете, это совершенно какое-то потрясающее чувство света, добра, радости. И вообще слова, вы знаете, вот слова – это такая вещь, вот мы же знаем, да, что Бог – это слово. И я думаю, что каждая из нас уже имела возможность убедиться, что слово может человека оживлять, и слово может убивать. И почему-то очень сложно от злых слов отгораживаться. Вот почему я сказала изначально, что злые комментарии, они все равно оставляют тебе след, несмотря на то, что ты понимаешь, что человек может не хотеть тебе плохого, или это просто человек троллит, или он таким образом какие-то свои комплексы проживает. Но все равно слово очень больно ранит, особенно когда и там и так больная рана достаточно. То есть, как слово работает, да, то есть люди пишут друг другу добрые слова. И эти слова, они как бы дают такое поле тепла. Люди, которые эти слова читают, они понимают, что их понимают, что а, а, им сочувствуют, соответственно, человеку становится легче. Прибором это, наверное, не измеряется, хотя, может, уже есть такие приборы, которые измеряют. Но мне кажется, любой человек это знает, что слово убивает, словом воскрешает. Даже есть такая казнь у какого-то племени, что когда человека решают казнить, то его ведут на окраину деревни. Это какое-то африканское племя, совсем маленькое. Его ведут на окраину деревни, ставят отдельно от всех и говорят ему, типа, слова, я не знаю точно в переводе, там, умри и так далее, и человек умирает. Вот настолько это работает. Понятно, что там еще работает знание и генная память, но, тем не менее, если в словах не было энергии, это бы не происходило. И сюда, к нам, конечно, на канал, как на всякий, наверное, канал в Ютубе, приходят люди, которые все это считают мракобесием, которые ставят диагнозы. Ну, я могу сказать этим людям, что я не требую ни от кого веры. Я совершенно не затягиваю, как меня называют, да, в секту. Я принимаю вашу точку зрения и считаю, что вы имеете право на любую. Я считаю, что у нас свобода мысли однозначно, свобода слов тоже однозначно до тех пор, пока я кого-то не начинаю оскорблять. Но в ответ я могу сказать, что я имею право верить, я имею право говорить. И в нормальной жизни я живу совершенно обычной жизнью. Я работаю, у меня есть коллектив людей, которых я очень люблю, и с которыми мы работаем вместе, мы решаем рабочие задачи. Я принимаю решения, я отвечаю за судьбу очень многих людей. Но это совершенно не мешает мне верить, что смерть тела не означает смерти души. В этом нет ни мракобесия, ни сектантства, ни сумасшествия. По-моему, это совершенно нормальная история. И мне кажется, что разные мнения не дают нам права унижать друг друга. И мне на самом деле очень жалко, что у нас
за последние там 80 или сколько лет прошло со времен появления советской власти, что у нас не стало религиозного мышления, причем я не имею в виду религиозного мышления, что вот как жалко, что все не верят в Бога. Просто мне, знаете, кажется, что вот эта заповедь «не суди, да не судим будешь», она важная на самом деле. Если человек это понимает, то если он понимает, что такое энергия слова, он, наверное, этого делать не будет. Таких вещей говорить и оскорблять кого-то, да, просто пользуясь тем, что его лицо и имя не видно за ником. И, знаете, я на самом деле так иногда думаю, что насколько я сама изменилась, во-первых, за эти 3 месяца, как вот Ваня ушел, и как я изменилась за время того, как существует канал. Действительно, в тебе происходят какие-то трансформации. Ты получаешь подтверждение тем идеям и мыслям, которые ты раньше просто умозрительно знал, а сейчас ты получаешь такой опыт. Ты уже можешь сказать, что не просто я верю, а я знаю. Как в комментариях написала одна женщина, у которой тоже ушел ребенок, и она сказала, что когда меня спрашивают, верующая ли я говорю, что я не верующая, я знающая. Потому что я совершенно точно знаю, что есть жизнь. У нее были определенные знаки, которые об этом ей сказали однозначно. И вот как раз возвращаясь к этому, я сегодня увидела 2 комментария, я не помню авторов, ну и к тому же они не давали мне права разглашать их имени. Но первый комментарий женщина, она рассказала свою историю, что у нее ушел сын, как и у меня, и она живет одна. После полугода, когда ровно полгода прошло после ухода ее сына, после смерти, она вернулась домой с работы и увидела в центре стола искусственный красный цветок. Ну, роза там или не помню, что было. И она, конечно, была совершенно поражена, потому что ключ от квартиры есть только у нее. И животных у нее дома тоже нет. То есть цветку неоткуда было появиться. А потом прошла еще пару месяцев, и она легла спать в пятницу вечером, а в субботу утром нашла еще один такой цветок, ровно так же на середине стола. И, естественно, она поняла сразу, что это весть о ее сыне. Вот, знаете, я говорю, я когда читала, у меня мурашки размером такую, знаете, с хорошего слона бегали по мне. Вот я сейчас повторяю это, у меня то же самое. Действительно мурашки по коже, потому что это такие вещи, ну, которые мы не можем объяснить. И можно, конечно, сказать, что все свихнулись, да, и поставить 150 разных диагнозов, но ты просто чувствуешь, когда человек говорит правду, правда. Вот. И второй комментарий, который тоже заставил по мне бегать мурашкам, это комментарий о женщине, которая рассказывает о смерти дяди. Когда у нее умер папа, у этой женщины, дядя был болен, у него был рак, поэтому решили ему об этом ничего не говорить. И прошла пара недель, дядя лежал в больнице, к нему пришла его дочь, и он говорит, а почему мне не сказали, что у меня умер брат? Она говорит, пап, откуда ты знаешь? Он стал называть имена. Она говорит, я не запомню, напиши мне, пожалуйста. Он написал имена. Ну и как-то эта история, ей потом было интересно. Она говорит, а кто тебе сказал об этом? Мне сказали соседи. Она говорит, ну кто? И вот он написал имена. И они как-то, ну, в связи с тем, что в одной семье было горе, умер отец, а в другой семье онкология, которая приближалась к концу, то есть через очень короткое время дядя умер, и когда они его похоронили, они увидели, что вокруг могилы вот те самые имена, которые он им сказал. То есть, вот знаете, это вот момент, когда ты понимаешь, что вот то, что мы называем мистикой, это существует как связь между мирами. То есть кто с кем когда общался и как. Мы этого вообще представить не можем. Как мне сын сказал, там мама, мне нужно перейти в другую комнату, там мама и здесь мама. Да, говорят, что это может быть Богородица. Я не дерзаю так думать, потому что, да, Богородица мать всем нам, но мне кажется, что может быть, и так было. Но я говорю, это для меня было бы великолепно, если там была бы Богородица. Это действительно очень хороший знак. Но также я допускаю, что часть нашей души, она всегда находится около Бога, а вторая часть на земле. И поэтому вот в этом переходе между мирами мой сын мог видеть двух мам, да, то есть одновременно меня же там, меня же здесь. Здесь, вы знаете, никто из нас точно не узнает, пока туда не переселится. Поэтому это вот тот момент, когда доказательств этого я вам отсюда уже привести не смогу.
Вот, и еще, знаете, был очень интересный комментарий, ам, совершенно необычный, потому что, как правило, естественно, все мы рассказываем о своих историях и своих впечатлениях, а там человек просто сказал, как жалко, что детей не учат этому, и как им тяжело жить, не имея вот этого знания, общения между мирами, и как жаль, что они не понимают, как важно творить добро, не просто потому, что тебе говорят родители, что так хорошо, а потому что это жизненно важно для себя самого. И я могу сказать, что я прям вот на этот комментарий я ответила, поблагодарила, ну как вот на те комментарии, о которых я вам говорила, я тоже ответила, потому что они меня поразили. И вот здесь меня поразил подход, потому что действительно я как преподаватель церковной школы знаю, что у всех детей где-то приблизительно в 5-6 лет возникает очень сильные переживания о смерти, очень большой страх. И я помню, что у меня он тоже возникал. И дело все в том, что я жила в неверующей семье, и и никто не мог развеять вот эти страхи, потому что мои родители, конечно, говорили, что что-то мы никогда не умрем, но человек же понимает, да, что если кто-то умирает, значит, умирают все, и это меня не утешало. А вот мои дети воспитывались совершенно по-другому, и поэтому даже уход Вани воспринялся все равно по-другому. И даже Ваня, когда говорил о смерти, он все равно говорил это по-другому, нежели говорила бы я тогда, когда меня не было, когда я неверующая была. И в церковной школе, когда мы говорим о смерти, это совершенно другая история. Мы говорим об этом светло, мы говорим об этом тепло. И вот эти дети маленькие, они были на похоронах Вани. И они пришли ко мне, они меня обняли и сказали, да, мы знаем, что Ванечка, они его любили, кстати, очень, потому что он часто был в галерее, когда он был, они всегда на него вешались, он всегда играл Деда Мороза, был совершенно замечательным Дедом Морозом, просто чудным вообще. Вот действительно потеря здесь такая незаменимая на самом деле. И они сказали, да, мы знаем, что он там, но просто жалко, нам так хочется его увидеть. То есть это дети, которые совершенно по-другому восприняли смерть. И действительно, детям намного было бы проще, если бы их вот эти страхи развеивались уже с самого начала. И вот эта взаимосвязь между добром, да, не суди, да не судим будешь, как наше добро дает нам участь хорошую, да, вот когда я знаю, что мой сын причащался, когда я знаю, что мой сын просил прощения у всех, как мой сын простил всех обидчиков, которых он считал обидчиками перед уходом. И я почувствовала безусловное тепло и свет, когда он ушел. И после 40-го дня это говорит о том, что у него участь там была хорошей. И какое это облегчение мне дало. Вы знаете, вот это на самом деле самое главное в жизни. То есть не ради того, что тебе кто-то сказал сделать хорошее, это одно, а когда ты понимаешь, насколько для тебя это важно, не только для тебя сейчас, для твоей загробной участи, для твоих ближних, для которых это будет утешением. То есть это вообще совершенно просто недооценить невозможно. И вы знаете, для меня именно вера дает основание тому, что добро имеет смысл даже тогда, когда его никто не видит. Вот вообще никто не видит. Потому что на самом деле в Евангелии же сказано, делай добро так, чтобы тебя никто не видел. Вот. И моя вера, это тоже, знаете, тоже история такая, что я уже говорила, что есть цитата Достоевского, я сейчас его выписала даже, чтобы не врать, потому что в прошлый раз я наврала нахально, что есть такая знаменитая мысль из письма Натальи Фанвизиной. Если бы ему доказали, если бы мне доказали, что Христос вне истины, я предпочел бы остаться с Христом, а не с истиной. То есть для меня, действительно, я уже давно поняла, что если даже окажется, что моя вера ошибочна, что для меня абсолютно исключено, то я все равно благодарна ей за то, потому что она меня постоянно учит быть человеком. И она постоянно мне дает надежду и радость. Мне кажется, уже ради этого, в принципе, стоит жить. И вы знаете, вот я еще думаю о том, что мы с вами не можем построить идеальный мир, но мы можем построить маленькие островки добра, можем построить островок добра дома, в семье, в школе, в которой мы работаем. Вот у меня в галерее, которую я пытаюсь создать, вернее, галерею я создала, я имею в виду, пытаюсь создать островок добра. Вот теперь в нашем канале. То есть я могу сказать, что если каждый из нас попробует и хоть небольшой островок добра такой создаст, хотя бы один, то уже, мне кажется, этому миру будет намного легче жить.
И главное, что это дает, слушайте, это дает ощущение Царствия Небесное на земле. Вот когда ты такое создаешь, это совершенно 100%. Потому что я вот каждый раз, знаете, молюсь отдельно за ребят из галереи, отдельно, потому что это тоже моя семья, отдельно за ребят из церковной школы, это вообще моя семья, потому что я их знаю вообще с самого раннего детства, за наших тех, кто рисует у нас в художественном клубе, потому что это тоже моя семья, за вас, потому что вы моя самая широкая семья. И это дает такое потрясающее ощущение, знаете, ребята, вот я вам даже передать этого не могу. И я, конечно, хотела бы у вас попросить прощения за то, что я не успеваю отвечать на все комментарии. Я сегодня попробовала сделать закрепленный комментарий вот с этим извинением, что это, если вы не видите ответа на ваши комментарии, это не значит, что я вас игнорирую, не значит, что я не считаю вашу историю важной, это значит просто, что я не успеваю, а просто ставить сердечки мне не хочется. Мне хочется все-таки каждому человеку дать обратную связь, пусть и не сразу. Но меня очень радует, что вы пишете друг другу, это очень здорово, это так классно. И Ваньку, да, я прошу все время собрать всех наших. Это прям вот каждый вечер у меня обязательно. И мне действительно очень хочется, чтобы мы с вами и дальше созидали помощь, созидали любовь, созидали терпение, созидали понимание. Я думаю, со временем наши выпуски будут меняться, потому что я уже подумала, что, например, вот прошлый выпуск я говорила в основном о мистике, мало говорила о Ване. Но это, наверное, нормально, потому что все дни разные. И будут, наверное, выпуски, когда я буду говорить еще о чем-то там, об искусстве, о картинах, о том, что мне близко. Потому что это, опять же, мой дневник, и мой день наполняется всегда разным содержанием. И мне, с одной стороны, вчера стало неудобно, что я говорю как бы о посторонних вещах. А с другой стороны, я подумала, ну это же я. Мы с вами не должны, мы с вами принимаем друг друга такими, какие мы есть. Когда-то у кого-то плохой день, когда-то у кого-то хороший. Это для людей в горе это нормально. И даже не для людей в горе тоже. У каждого из нас, даже у людей, которые не переносят горе, у тех тоже бывают самые разные дни. Так что на этом все, наверное, мои хорошие. Для тех, кто награды, для тех, кто дотерпел до конца. Потому что, да, я болтаю. Мне говорят, что вот за болтушка все время болтает. Вот болтаю, да, не могу ничего с собой поделать. Слово моей стихии, я не могу говорить короткими предложениями, сухо. И с моей точки зрения это совсем другое дело. Вот, за это тоже извиняюсь. Так, награды за тех, кто выслушал полчаса моей болтовни, 32 минуты аж. Маленький клип, ну, не маленькое видео опять про Чарли. Чарли растет, но становится все более прикольным. Дорогие мои, спасибо вам огромное за то, что вы есть. Вот сегодня я с особым чувством это говорю, за то, что вы все есть у меня и друг у друга. Я каждой из вас, каждому из вас желаю тепла, силы, веры, радости, такой, какая возможна. Понятно, что она не будет безоблачной, но веры в то, что наши дети живы, что они нас видят, что они нас любят, и что они очень хотят, чтобы мы жили. Они очень хотят, чтобы мы перестали жгуче горевать. Я вас всех обнимаю, мои хорошие. До свидания.